Всем привет! Сейчас приготовим вместе с вами вафельное кружево для декорирования торта. Нам понадобится вафельная бумага, тонкая либо толстая. Для данного декора нет никакой разницы. Мы всегда сохраняем обрезки от других видов вафельного декора, которые потом отлично подходят для кружева. Мы сейчас просто их порвали и положили в измельчитель блендера. Измельчаем, так бумага потом будет лучше расходиться. В приготовлении такого кружева нет никаких точно пропорций. Всегда делаем на глаз, добиваясь нужной густоты. Но специально для вас замерили, сколько все-таки уходит грамм бумаги и воды. У нас тут 15 грамм вафельной бумаги. Теперь будем добавлять воду и добиваться нужной консистенции. Мы внесли 80 грамм воды, и теперь нужно дать постоять массе буквально пару минут для набухания бумаги. Еще раз пробиваем блендером и смотрим на густоту массы. Вот такая консистенция получилась, но для кружева получилась густоватой, и для этого добавляем еще немного воды. Мы внесли 5 грамм и еще раз пробиваем блендером. Переложили в более удобную емкость, чтобы показать нужную консистенцию. Итоговый рецепт вышел таким. На 15 грамм вафельной бумаги мы добавили 85 грамм воды. И вот такая масса должна получиться. Сразу можно приступать к жарке. Но мы хотим показать, что будет с кружевом, если добавить в него немного глицерина. Для того, чтобы оно было более гибким, мы к этому количеству вносим примерно 1 чайную ложку пищевого глицерина. Перемешиваем лопаткой. С глицерином масса не будет так сильно высыхать и кружево получится более гибкими. Но данный ингредиент абсолютно не обязателен, можете приготовить разными способами и посмотреть, какой вам более удобен в работе. Из данной массы кружево получится более прозрачным. Чтобы сделать их белыми, мы вносим совсем немного диоксида, чтобы масса стала более мутной. Нужно было бы внести диоксид сразу в моменте использования блендера, так он легче бы разошелся. Но мы уже не будем доставать блендер, а просто протрем все силиконовой лопаткой. Теперь будем приступать к жарке. Берем обычную антипригарную сковороду, ничем ее не смазываем и ставим на нагрев. Вот такая масса получилась. Также ее можно подкрасить в любой цвет водорастворимыми красителями. Сковорода уже хорошо нагрелась. Теперь лопаткой наносим небольшое количество и начинаем распределять, формируя тонкий слой. Сейчас нужно, чтобы вся влага выпарилась. Лучше нанести сразу небольшое количество, посмотреть, как масса ведет себя при жарке. Вдруг она получилась у вас густоватой. Тогда можно добавить еще немного воды или наоборот внести еще вафельной бумаги. Сковорода до жарки должна быть хорошо нагретой, так как если ее плохо разогреете, то кружево не будет достаточно пузыриться. Сейчас можно поставить нагрев чуть меньше. Теперь добиваемся выпаривания всей влаги. По истечению примерно минуты начинаем немного поддевать край. И сейчас можно увидеть уже, что дал глицерин в приготовлении кружева. Уже видно, что оно абсолютно не хрупкое. Оно еще немного липковатое, но как только кружево остынет, становится сухим и не прилипает. Сейчас укладываем его на ровную поверхность и приступаем к приготовлению следующих элементов. Также наносим небольшое количество, распределяем лопаткой и выпариваем всю влагу. Подхватываем немного лопаткой и снимаем при помощи пинцета. Если передержать кружево при жарке, они начнут пригорать. Вот такой получился следующий элемент. Итак, мы сделали все кружева. Из 100 грамм массы вышло вот такое количество элементов. Часть декора мы оставили в белом цвете и немного закрасили в светло-розовый оттенок водорастворимым красителем. Кружево с глицерином получается очень мягким, даже немного резинообразным. И для нашего декора торта оно было слишком мягким и не держало нужную нам воздушность формы. Поэтому мы решили переделать его без глицерина. И вот такое оно получилось. Крепим при помощи растопленной шоколадной глазури на классический крем-ганаш на белом шоколаде. Ссылку на рецепт и приготовление такого крема
крема дадим в описании под видео. Помните, что на влажных кремах вафельный декор будет таять. Мы декорируем данный торт рисовыми парусами с добавлением элементов из вафельной бумаги, которые мы сейчас с вами приготовили. А еще как эксперимент мы сделали кружево из обычного кукурузного крахмала. Добавили в него немного холодной воды и прогрели в кастрюльке, чтобы он загустел. После чего жарили точно так же, как и вафельные кружева. Вот такое бюджетное кружево может получиться и у вас. Приготовленное оно таким образом может дополнить своей воздушностью различные декоры тортов. Спасибо, что досмотрели нас до конца. С вами была студия «Кондитерская сестры». Не забывайте поставить нам лайк и подписаться, чтобы не потерять нас. И обязательно заходите к нам на канал, где мы делимся множеством полезной информации для кондитеров. До новых встреч в новых роликах!